Здравствуйте. Сливаю картошку. Хочу сегодня делать селедку под шубой. На вечер к нам придут гости. Опять гости. Да, это не один и тот же день. Это разные гости к нам приходят. Хорошие гости. О, пусть делается. Варю пельмени сейчас детям кушать. А вот пельмени мы варим немало. Пропустила, бегала. Сейчас дети будут приходить кушать, это будут пельмени. С маслицем так. Сейчас Снежана с Анютой после школы сразу к репетитору английскому. Максим уже пришел, Ульяна пришла. Сейчас работает оператором. Подрабатывает. Сейчас Костя придет, Василиса и Рома. Так, сейчас буду выключать. Проглядела чуть-чуть. Когда закипели, ходила туда. Сейчас наделаю, уже кто сколько хочет, кушает. Сегодня звонил Никита. Вчера мы у него были. Сегодня были рядом, но не заехали, не было времени. Иван разбирает, опять ремонтирует машину зеленую. У нас подшипник отстерся на одной стороне вообще. Вот заказывали, ездили. Да быстро вернуться надо было. А, еще 3, 2, 7 литров меда отправили. Подписчики покупают. В 3 места отправили. Одна женщина заказала 2 литра. Марина с Москвы заказала 3 литра. И на Дальний Восток отправили 2 литра. Все успевали. Завтра поедем к Никите. Говорит, мама, все невыносимо. Домой хочет. Сказали, до пятницы лежать будет. Ну, видать, намечено обследование. Что сегодня ему ничего не делали. Все, вот сколько перемешать. Кость, Василиса идет. А там они все. А, они все идут? Угу. В смысле, девчонки? А, нет, только Девчонки. 2. Все, заходите. Так, закроем такой крышкой. Все, а я начинаю... Это откуда? Это со школы привезли. Девчонки? А, они лук садили как-то, да. Брали кружки, садили лук. Буду делать отбивные. Сейчас я их замариную. Посолю, намажу горчицей. Жара, духота. Все варится под селедку, под шубой. Все. И начинаю отбивать хорошо. Это у меня антрикот. Так, я сейчас мешочек возьму. Открою мешочек и буду в него укладывать. Так, чтобы мариновалось. Вечером буду попозже жарить, а сейчас просто буду мариновать. Соль, и ничего лишнего не будет. Соль и горчица. Все. Не хочу пачкать. Все, соль и горчица буду мариновать. Так, промариновались мои большие стейки. Ну, не такие, ну, для нас хватает.
Так, чуть-чуть. Сейчас яйцо. Чуть-чуть присолим. И молочка добавлю. У меня уже нет времени сухари делать. Я почему-то была уверена, что у меня есть банка с сухарями. Молочко молочница принесла. Мы берем по 3 банки 2 раза в неделю. Но это нет, вот те 2. Одну в холодильник убрала, а с 2 хочу мацун сейчас сделать. Так, ну все. Начинаю. Буду делать в муке. К Никите сейчас папа едет по делам. И заодно я попросила, чтобы он заехал к Никите. Поэтому мне надо экстренно сначала пожарить Никите. А потом уже буду потихонечку нажаривать всем детям. Так, сначала в яйцо с молочком и с солью. Потом сюда, в муку. В сухарики было бы повкуснее, но у нас сегодня будет так. Опять в яйцо. Двойную такую панировочку сделаю. Дети сегодня придут на обед, у них тоже будут отбивная. Промаринованная, она промариновалась. Мариновалась долго. Поэтому все. Теперь сюда. Ой, какой потише делаю уже. Пусть протушивается. Так, ну. Оп. Никитки сегодня папа сейчас поедет. Сейчас я ручки помою, потом расскажу, что буду. Оп. Вы знаете, вчера получила комментарий к ролику. Было время, проглядела. Сейчас поменьше времени в комментарии заходить. Раньше время было, я почему-то, вот когда куда-то ехала, я в машине могла читать комментарии и отвечать. А сейчас укачивает меня в машине. И я не читаю в машине почти. Почитаю чуть-чуть. И все. Так. Оп. И второй. Пока они 2. Больше и не поместится. Надо, чтобы все хорошо лежали. Так вот, мне вопрос такой задали вчера. Неужели можно так любить чужих детей? Вы знаете, я вас даже не осуждаю, и вы меня не огорчили. Вот кто-нибудь мне бы сказал 10 лет назад, что у меня будет такая большая семья, и все детки будут рожденные сердцем, никогда бы не поверила. Вообще бы не поверила. У меня даже в мыслях этого не было. Можно любить? Я не могу вам ничего сказать, но я очень люблю. У меня нету мыслей, что это не мои детки. У меня есть какая-то ревность как дети говорят, может быть, их прошлой жизни. Есть, проскальзывает. Я вообще такой человек. Но чтобы не любить их, нет. Над каждым, вроде бы, вот над каждым размышляю. Нет. Каждого ребеночка я люблю как своего. Ух, сколько налетело, дети открывали. Сейчас быстро Никитки соберу и потравлю мужа. Я сделала ему селедку под шубой. Вчера сделала дома, в холодильнике стоит большая селедка под шубой. Я думаю, ему хватит этого контейнерочка. Отбивная. Папа купит сладости. Мы даже из дома сейчас возьмем. Папе сильно некогда. Попить все равно надо ему брать. Говорит, попить возьмешь ему. Так, мы ему покупаем много печеньев и конфет. А это домашние блинчики, сгущенка, хлебушек, колбаска. Там у них есть холодильник. Он относит в холодильник все. Так, салатик, селедка под шубой, сгущенка, блинчики. Тарелочку сейчас буду делать. Так, что у меня тут со стейками? Ой, какой он красивый получается. И жарится еще.
Сейчас я сразу еще блинчики хочу поставить. Надо допечь, у меня еще полкастрюли теста. Люблю, конечно, сальцем смазывать, но что-то мне некогда лезть в морозильную камеру. Так, теперь я забираю стейк. Оп. Я его хочу на 2 части разрезать и уложить вот сюда. Здесь я гарнир положила ему. Так. Во, весь прожарился, весь сочненький. Весь хороший. Такой кусочек мяска. Все. Закрываю. Она электрическая, это на всякий случай, если он не скушает, подогреет. Все. Папа еще купит сок, воду. Я хочу вот это на низ поставить. Сок, воду. Посмотрим. Не пойдет. Все это не гибкое. Что мы дома кушаем, то и он кушает. Блинчики. Колбаска с хлебушком. Все, Ивана отправлю, а сама буду дожаривать блины и доделывать. Решила ускориться. Пеку блины. Жарю отбивные. И сейчас хочу почистить картофель для картошечки пюре. Блинчики жарю на одной сковородочке, чтобы не так быстро. Наша картошечка, видите, она какая? Такая. И такая. Ведь прям мешочек отклали. Хорошая картошечка, неплохая. Блинчики жарятся. Сейчас как раз пока блинчики пожарятся, отбивные сделаются, я буду пюре делать. На улице такой сильный ветер, прям вообще караул. Хочу сегодня на обед сделать, у меня вот сейчас блинчики, селедка под шубой и пюрешка с отбивной. Такой у нас будет обед. Ване маленькому можно вообще отбивнушку не делать, но я каждый раз всегда делаю. Мало ли что. Может быть, он сегодня вкус поменяет и уже начнет, не могу картошку начать чистить, и уже начнет кушать. Потому что вкусы у деток меняются очень сильно. Снежанка смотрит, что Ульяна салаты с собой накладывает. Вот я вчера делала, вот как сегодня Никитке, также Ульяна взяла с собой на обед салат в чашечке, взяла с собой блинчики, конфетки дали по 3 штуки, 2 шоколадные большие разные, и одна она какая-то, видать, там жевательная. Я не пробовала, не знаю. Тоже, а мне салат. Я говорю, а тебе зачем? Ну, говорит, очень мало, очень мало. Очень мало и маленькие порции и невкусные. Картошку сделаю в 4-литровой. Нет, она у меня 5-литровая кастрюлька. Раз, два, три. 5-литровая кастрюлька. В 5-литровой кастрюльке даже еще остается немножечко всегда. Поэтому много не буду.
С того дня, как завели чушечек, я стала картофель чистить ножичком. Потолще получается. Картошки у нас достаток. Даже очень. Поэтому я чищу ножичком. Проблем забываю постоянно. Зато красивые получаются. Блинчики у меня на сыворотке. Яйца, мука, сыворотка, соль, сахар. Немножко соды. Отбивные в двойном кляре делаю. Дважды обваливаю. Сначала яйцо, мука, яйцо, мука. И такие хорошие прям получаются. А за счет того, что они пропитались в горчице, помните, в начале видео вы видели, что я их чуть-чуть присаливала и мазала горчицей. Больше ничего не надо делать вообще. Вот этого достаточно. Они получаются сочные и очень вкусные. Не так быстро я начищу картошки, но все равно хорошо. Чушечкам очисточек сейчас с утра вареная я им дала чушечкам своим. Потом порезали большую тыкву пополам, они ее полностью умяли. На кого-то Моника, ой, проехал кто-то или еще что-то. А потом сейчас сухое еще там. И вечером опять вареная. Отходы. Это я приготовила мешочек и сюда скидываю, потом соберу. Вот где чуть-чуть что-то прорастает, чтобы чушечкам нельзя этим глазки. Глазочки чушечкам нельзя. Оп. Блинчики со сгущенкой. Сегодня мне даже некогда. Утром смазывала маслицем, а сейчас даже не смазываю. Некогда мне. Моника с печенькой. Прям грозы квартала. Так, чуть-чуть маслица добавлю еще. Все, сейчас уже будет заканчиваться. Ой. Новые пора ложить будет. Немножечко маслица. Я даже в графин не переливаю. Некогда. Такие стейки, я думаю, достаточно для одного ребенка, да даже и для взрослого. Один стейк, салат, селедка под шубой и салат вчера не ели, я его сделала. Салат, селедка под шубой и это очень достаточно будет. Даже ручки споласкиваю, чтобы чушечкам потом. Кстати, девочки, кто держит скотинку? Вот для меня это был лайфхак. А я не знаю, может быть, вы и знали. А я не знала. Я держу индюков сейчас, а все знают, кто скотинку держит, что индюки очень такие привередливые. Их с детства либо лекарством поят, либо дают им метронидазол. Оказывается, после 2 месяцев раз в 2 недели, раз в 3 недели смотрим по состоянию индюков. Но это мы делаем так. Таблетку метронидазола прям в ложку, прям раздавливаем. И ротик открываем, клювик. И туда. И так все птицы, всем индюкам.
И все. Даже если индюк приболел, откуда я их узнала, у нас здесь есть инкубатор, выводят курочек, и, ну, бройлерных и всех-всех-всех. Так вот, мы когда к ним пришли, я у них спросила, почему индюшка грустная ходит. Она сказала, сразу спросила возраст и говорит, раз в 2 недели прям в рот. Потому что я понимала, что надо напоить метронидозолом. А как напоить больших? Где развести? Они из бассейна пьют, отовсюду пьют. И вот они сказали. Ну, для меня это была новинка. Может быть, кому-то тоже эта новинка пригодится. И все. И беспроблемно держу индюков. Ходят. Дедушка их динозаврами называет. Спросили, чьи дедушка и бабушка. Сделали мне замечание. Сказали, микрофон и не надо кричать. Девочки, я не кричу. Это голос такой, правда. Я то тихо разговариваю, то громко. Ну, такая я. Столько много у меня недостатков. Что делать? Да. Зато детей, когда зову, никто не слышит. Кричу, кричу, кричу. Но если услышат, все бегут. Муки уходит нормально. У меня всегда в баночке стоят сухари. А здесь полезла и нету. 2 раза делаю в кляре, 2 раза. Тогда они такие хорошие, хорошие получаются. Так, сейчас буду один вытаскивать и делать. Так, вытаскиваем. Ой, какой получился кусок. Ой, красиво. Красивые получаются. Пропариваются хорошо. Толстенькие. Может, кто-то тоненькие любит, тогда не надо 2 раза. А здесь прям вкусненько, мне нравится. Так, блинчики. Вот так я узнала лайфхак про лайфхак. Можно делать замечательно. Вот. Так. Никого нету. Посмотрела в камеру. Что-то скачут, бегают. Там уж собачка какая. Никого нету. Но мои собаки разрываются. Так, хочу время посмотреть, сколько. Чтобы... Ой, какие хорошие. Чтобы успеть. Детки, когда? Сегодня у нас музыкальная школа, сольфеджио у Кости с Анютой. Костя, Анюта и Ванечка. — 10:53. Написала, в садике мы пишем заявление постоянно, чтобы Ванечку отпускали в музыкальную школу. Вот не забыть его сегодня забрать, в 12:30. Пообедает и забираем. В прошлый раз забыла. С города приехали и завели будильник, на 15 минут легли. Что-то так мы плохо недомогали. Звонок, звонит воспитатель наша и говорит, вы забыли попасть сегодня сольфеджио. Я говорю, простите, пожалуйста, про этих школьников помню, а про Ванюху забыла. И полетели. Это караул. Моника, да хватит уже. Сейчас я это доделаю и Мацунь поставлю. Я же чистила картошку. Сейчас уже вот это раз. Так, дальше.
Я ролик продолжаю на следующий день, если вы заметили. Я вчера замочила свои отбивные, но еды было столько, и пельменей был целый таз, что я не стала вчера готовить. Вчера сделала на вечер селедку под шубой, и ничего больше не стало, просто даже незачем было. Сегодня дожарю. То есть представьте, какие у меня сочные отбивные. Я их почти сутки мариновала. Все по-простому, но вкусненько. Часто мне пишут такие комментарии, откуда вы черпаете на все силы. Вот сейчас пришел комментарий от женщины с Курска. Вы знаете, я сама не знаю. Меня муж тоже удивляется, откуда силы. Ну, это, наверное, силы обычной женщины, мамы. Все зависит от потребности. Иногда, когда у меня... Иногда мы и расслабляемся в плане готовки и всего. Только я сейчас думаю, называется ли у кого-то это расслаблением. Для меня расслабление, а для кого-то нет. Для меня расслабление. Я стала с утра, все наделала, все напекла, пошла, часочек полежала, расслабилась. Это в выходной день. В рабочий день уже лежать вообще не получается. Уроки. А в выходной день в какой-то в один, прям целенаправленно, прям даже специально говорю, Ивана останавливаю, вот так, все, давай пойдем полежим. Надо полежать. Мария посмотрит на меня, говорит, да это не против. Я говорю, вот и все, и пошли. Пойдем, ляжем, тогда и детям тишина, они тут, кто что хочет, тот кто и делает. И мы валяемся. Ваньку с собой еще заберем, спать уложим, чтобы он не ходил и тут не поясничал. И уходим. Иногда не получается. Вчера хотела днем полежать, потому что, получилось так, что я почти не спала. Не смогла. То икру делала грибную. Но не суть в икре, суть в том, что у меня белье стиралось. Это вообще суть в том, что я спать не могла. А утром рано встала уже. А что я делала с утра? Что-то готовила. Суббота у нас. Либо воскресенье. Снежану свозим на тренировку. И тогда отдыхаем. В эту субботу у нас день подстригания у парней. Раньше я стригла всех сама. Скажу честно, я могу стричь. Как стричь? Парней. Даже мой брат родной говорил, он настолько привередливый. Говорит, мне ни один парикмахер так не подстригал, как подстригаешь ты. Но это он мне так сказал. Я не хочу. Все сама. Все сама. Очень редко, раз в год. Наверное, раз в год. Может быть, два. Хотя нет, раз, наверное. Я на все плюю и иду к мастеру делать ногти. Как-то дедушка мне говорит, вот, сама все делает, и пошла. А я не хочу сама. А я приду и отдыхаю. Иван мой только за. Говорит, он прям радуется, когда я так поступаю. Я бы, может быть, и ходила бы, у меня просто времени нету. Снежанка отращивает челку. Хочет тоже, чтобы... У Анюты очень красивые волосы, прям красивые-красивые. Вот прям вот красивые прям. Длинные, густые, податливые.
Вот у Яны волосики очень красивые, но они у нее такие прямые, тяжелые. А у Анютки они податливые, такие где-то с кучеряшечкой немножечко, красивые. Так, ветер что ли, никак Моника с печенькой остановиться прям не могут, прям всех гоняют. Лиза Иванкова. Ландыш, это же вы, да? Раньше у вас была аватарка майский цветочек. По-моему, это вы. Ландыш, вы предлагаете изготовить ваше блюдо зурбыляш. Я почитала, что это за блюдо, и мне понравилось, только я хочу сделать не целый пирог большой, а отдельно треугольнички сверху с дырочкой. Такие пирожки хочу сделать, чтобы дети могли порционно брать. Мне понравилось, что, там баранина, не знаю, у меня нету баранины, но у меня есть говядина, у меня есть свинина, не знаю, говядина, гусятина. Там добавляется мясо гуся. Гуси как раз молодые, мяско у них мягкое. Можно добавлять все трети мяса, типа как в Бурятии мы жили, в бузы. Надо тоже бузы сделать. Бузы, позы. Многие спорят, смотрю других, читаю на каналах бузы, позы. Одинаково. В Улан-Удэ есть бузы написано, есть позная написано, бузная. То есть называют, вот в оригинале, где живут именно такая национальность, как буряты, я их очень люблю, у них написано по-разному. Поэтому не спорьте, девочки, не спорьте, мои дорогие. Какая разница, кто как называет? Ну да. Национальное блюдо есть, но лично я видела позное, лично я видела бузное. Мы когда вообще в Улан-Удэ переезжали, парень по телефону разговаривал, звонил домой, там за 10 минут до приезда появилась связь, и говорил: срочно мне поз, хоть магазины, стать вариться. И мы сразу задались целью, что же за блюдо это такое, что он еще до дома не доехал, а именно их заказывает. То есть у нас же нету такого. Любим мы пельмени, любим мы борщ. Редко кто. А это вот прям и все про эти бузы-позы разговаривают, домой подъезжают. И мы тоже приехали и сразу... Кто вас запустил? Кто пришел? А? Да, папа приехал. Сегодня Китки сходил? Да. Ты моя малая. Я еще не отходила. Да, ты что? Привез уже. Машину ремонтирует. Разобрал подшипники. Вчера заказывал запчасти. Сейчас запчасти пришли. Заказ забрал. И вот без разницы, пусть так и тут. Я обязательно, Ландыш, приготовлю эти пирожки. Мне понравилось. Типа таких готовила, но здесь прям понравилось. Я на днях обязательно детям к выходным Валеру буду ждать, к выходным сделаю. Либо край сделаю, я же еще спрятаю, когда Валера уезжает, чтобы он с собой печеное брал туда. Либо туда сделаю. У меня еще дожаривается 2 отбивных больших таких здоровых. Сделала я отбивные. На обед у нас сегодня будет картофельное пюре, блинчики со сгущенкой, отбивная, помазанная горчицей, а также селедка под шубой. И какой-нибудь компот. У нас еще полбанки стоит концентрированного сока виноградного. До скорой встречи. Делайте тоже отбивные. Кажется, что их долго делать, а на самом деле они очень быстро. Самое главное, они безумно вкусные. У меня из антрикота. Антрикот разрезала, косточку срезала от антрикота, а мяско отбила. До скорой встречи, друзья.